Всем привет, с вами Дэн, и как видите, Венецианика, буклетик, и большинство их моделей я вам уже показывал на канале. И сегодня у нас новиночка, да, вот уже в новой коробке. Так, давайте открывать, смотреть, что ж там у нас внутри. Да, Авантюрин. Теперь версия Арсенале Авантюрин, и, конечно, это такой вот хит, очень популярный в последний, может быть, год где-то, этот камень для использования на циферблатах. И я, честно говоря, очень ждал, чтобы в линейке Арсенале появился такой циферблат, потому что вот к этим часам, к этому корпусу, к этому циферблату он подходит как нельзя лучше. Значит, пока немножечко часы в сторонку, давайте посмотрим на комплект. Здесь у нас что? Значит, Венецианика, дата, инструкцию можно загрузить по QR-коду, ну и присоединяйтесь к клубу владельцев Венецианика. А я знаю, что у нас уже достаточно большое количество владельцев Венецианика, потому что этот бренд, он реально классный. За последние, наверное, года 2-3 просто таки в другую лигу перешел в плане качества, в плане моделей, в плане дизайна. И, честно говоря, наверное, линейка Арсенале моя сейчас самая любимая у Венецианика. И вот эта версия, она просто прям вау. Итак, Венецианика, Арсенале Авантюрин, и 800 евро в базе стоят эти часы. Еще можно взять не на резиновом ремешке, а в комплект также можно взять Канову браслет. Их шикарнейший, рекомендую, кстати говоря. Если будете заказывать с официального сайта, ссылку, естественно, я поставлю в описании к этому ролику, ну, он добавит 100 евро. Я считаю, что за такой шикарный браслет это прям ни о чем. Значит, 316L корпус, суперлюминова BGW9 на метках и стрелках, внутри Miyota 9039 и венецианский Арсенал. Здесь как раз у нас гравировочка на задней крышке, очень такая детализированная, очень объемная и красиво сделана. 50 метров водозащиты, ну и в базе идет вот этот вот резиновый ремешок. Он, я вам показывал уже в других моделях, очень мягкий, очень удобный, такой тонкий, ну прям пушечка, да, классный ремень. Давайте пройдем по размерам, если вдруг кто забыл. 40 миллиметров у нас диаметр, высота в этих прекрасных часах 9,7 я даже наверил, хотя на официальном сайте 9,9, но видите, у нас-то все лучше. 25 по толщине, ну здесь нужно понимать, что ремешок интегрированный, браслет тоже интегрированный, поэтому сторонний поставить, ну, либо на заказ, либо вы не сможете. И от ушка до ушка 43,2. Мое запястье 18,5, ну и вот так эта вся красота смотрится. Очень невысокие часы, очень аккуратный, ну такой интегрированный браслет, да, интегрированный ремешок в стилистике Джеральда Дженты, люкс спорт, как эти часы называют обычно. У нас почему-то это словосочетание не очень понимает, но тут нужно отдавать себе отчет, что речь идет именно когда в часах есть часы классические, но с нотками спортивности. Да, в данном случае интегрированный браслет или ремешок. Это добавляет спорта. Но в любом случае, да, резиновый ремешок это спорт. И именно отсюда пошло наименование люкс-спорт. Да, а не потому, что в этих часах нужно идти в качалку, там, в бассейн или гири тягать, например. Вот, короче, на запястье просто бомбяу. И в этой версии, да, пожалуй, это, наверное, самая интересная версия, которая есть именно с Авантюрином. Вообще, что такое Авантюрин? Многие путаются. Это на самом деле есть два варианта. Во-первых, это, конечно же, природный минерал, который можно добывают, он полудрагоценный, и он не обладает таким количеством вкраплений, как это делают в часах. В часах используют технику, которая, кстати говоря, была открыта в Венеции в 17 веке, а Венецианика у нас бренд из Венеции. Так вот, Авантюрин — это стекло, в которое при производстве добавляется медь. И именно медь дает вот такие вот красивые как бы отблески на циферблате, вот эти вкрапления, которые напоминают тот самый
естественно, что? Звездное небо, да, галактику, вселенную, и получается вот так красиво, да. Ну, по сути дела, по сложности очень сложно делать, потому что должны быть очень-очень тонкие вот эти диски, которые нарезают этот самый авантюрин. Природный такой яркий бы не был. Я думаю, нужно здесь уже, как говорится, точки над «и» расставить. Давайте еще посмотрим, что у нас получается по весу. Значит, на вот этом резиновом ремешке 79,8, ну почти 80 грамм. Часы на самом деле не тяжелые, они невесомые. И слушайте, ну они такие и должны быть. Реально очень классная, очень выверенная, очень аккуратная модель. Когда они добавили в арсенале люм, то читаемость улучшилась. И вот в том числе в ситуации, когда я записываю видео, когда много яркого света падает на циферблат. И в этом случае мы с вами видим как раз таки сам люминофор на метках и на стрелках. В обычной ситуации, когда вы просто используете эти часы на улице, там, дома и так далее, вы будете видеть, естественно, эти стрелки просто на видео, когда вот такой яркий, сочный циферблат, обычно вот получается такая ситуация. Но благодаря люму, как я уже сказал, как раз таки читаемость стала лучше даже вот в таких вот условиях. Вот он, этот красивый циферблат, видите, переливается, прямо здесь у нас получается такая галактика, вселенная, небо, накладные метки. Диск сам авантюрина, он получается как бы чуть выше, чем основная часть циферблата, он возвышается. По краю идет диск с минутной разметкой, и часовая разметка, да, у нас накладные идут метки. Внизу отметки 6 часов венецианика, надпись, и логотип у отметки 12 часов. Ну, стрелки полированные, стрелки с люмом. Шикарно, конечно, здесь отделка по корпусу. Очень мне нравится эта модель, и очень мне нравится, как венецианика работает с отделкой. Здесь, конечно, все просто на высоком уровне. И сзади тоже очень приятно посмотреть. Здесь, конечно, просто бомбя. Но по отделке венецианика это просто пушечка в последние пару лет как точно. Что хочу сказать по итогам? Ну, знаете, это, наверное, тот вид часов, который хорош и на ремешке, и хорош на браслете. Если есть возможность, берите сразу и браслет, потому что он точно будет кстати, он разнообразит вариацию по носке этих часов. Что касается конкретно этой модели, которая у меня сегодня на обзоре, ну это, конечно, как я уже говорил, пушечка. Здесь шикарный механизм, отличные характеристики, супер качество изготовления корпуса и циферблата. А очень даже адекватная цена, 800 евро, это в принципе не так много за такое качество отделки. Модель классно сидит на запястье, здесь, на мой взгляд, все пропорции соблюдены. По большому счету вопрос выбрать, какую конкретно из вариаций арсенале. Я уже говорил в предыдущих видео, что, на мой взгляд, вот в диапазоне до 2000 евро где-то так, пожалуй, венецианик арсенале, на мой взгляд, самая такая аккуратная, выверенная и стильная модель. Пишите, как вам эти часы, что еще показать из венецианика. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.